На днях Центральный банк второй раз подряд снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Очень сложно понять, что такое снижение меняет в реальной экономике, ведь ставка остается запредельно высокой, хоть и снижена с мая на шестую часть. Сложно тут назвать экономическую активность, которая подпадает в эти 3%. Чем таким вы можете заниматься, что покупать деньги под 21% для вас слишком дорого и убивает ваш бизнес, а под 18% ваша бизнес-модель начинает сходиться? В такую рентабельность вроде как не попадает ни один бизнес, который можно назвать легальным. Но бог бы с ним. Нам сегодня интересно, как Центробанк это свое решение объясняет. В каждом пресс-релизе Банк России довольно откровенно, пусть и не в самых понятных выражениях, объясняет, что он про российскую экономику думает. Сегодня мы почитаем, что ЦБ пишет, и попробуем, насколько это возможно, перевести написанное на привычный нам русский язык. Начнем вот с чего. Центробанк говорит: текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Как это следует понимать? Что рост цен остановился? Или что замедлился, медленнее растут, чем раньше? Ни то, ни другое. Это стоит понимать как то, что замедлилось ускорение роста цен. Колбаса дорожает быстрее, чем раньше, но не настолько быстро, как ожидалось. Это довольно сложно понять интуитивно, потому что никто в жизни такими терминами не оперирует. Снижение, ускорение, ухудшение. Никакой доктор вам не скажет: вы умираете все быстрее, но ускорение вашего умирания несколько ниже, чем мы думали. И в этом, мол, хорошая новость. В данном случае ЦБ хочет сказать именно это. Бежим быстрее, но медленнее ускоряемся. Стали ли причиной тому запретительные ставки? Отчасти безусловно. Запретительные ставки высасывают деньги из всей экономики, кроме военки. Единственная проблема заключается в том, что в нашей ситуации, и дальше ЦБ это отчасти будет признавать, в ситуации, когда реальный сектор задушен не только ставками, но всеми рисками, неопределенностью, перекосом рынка труда, связанного с войной, очень сложно в нашей ситуации отделить один эффект от другого, понять, кто больше преуспел в удушении реального сектора экономики. Дорогие деньги или все прочие ресурсы, которые из него высосала военка. Мы знаем, у ЦБ есть внеэкономические причины для снижения ставки. Жесткая денежная политика уже привела к сильнейшему конфликту между Банком России и всеми тяжеловесами реального сектора, в первую очередь с ВПК, с главой Ростеха Чемизовым. Он почти прямым текстом обвиняет Банк России в срыве оборонного заказа, что ничего хорошего банку не сулит. Мы видим, что данные по инфляции, которые приводит ЦБ, явно противоречат действиям правительства. Правительство собирается повышать МРОТ на 20%, а коммуналку на 40%. А ЦБ говорит, что инфляция снизилась до 9,2% в годовом выражении, и по этому поводу пора бы снизить ставку. Здесь возникает простой вопрос. Ставку нужно снизить, потому что эффект достигнут, и инфляция действительно снизилась. Или цифры инфляции нужно подверстать под необходимость снижать ставку, чтобы Чемизов не подвесил кого-то за ноги. Мы не знаем, манипулирует ли ЦБ данными, но мы точно знаем, что у ЦБ есть причины ими манипулировать. Мы знаем, что орган этот живет под огромным давлением со всех сторон, и не сегодня, так завтра будет обвинен в работе на врага. Дальше ЦБ говорит: Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Тут Центробанк отказывается от мысли, что в 2025 можно ожидать возвращения инфляции к таргету. Такая формулировка должна сразу снять вопросы относительно всех ближайших действий или бездействий ЦБ. Потому что эффекты ожидаются когда-нибудь потом. Где-то там в 26-м. А кто там знает, что будет в 26-м? А Банк России оставляет себе полную свободу рук. Сказанное подкрепляется следующим заявлением. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. То есть фиг знает, какая будет инфляция, но мы делаем все возможное. Захотим повысим, захотим понизим. Короче, ничего не обещаем. Это заявление вступает в противоречие с высказанной раньше уверенностью, что высокая ставка успешно понизила инфляцию. Следующее заявление. Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, в большей мере отражаются на низких темпах роста цен на непродовольственные товары. ЦБ здесь всех предостерегает от того, чтобы воспринимать инфляцию по ощущениям, исходя из собственных трат.
Если вдруг вы задаетесь вопросом, почему при инфляции в 9% колбаса за год подорожала с 300 рублей до 450, то ответ таков. Из-за подупавшего доллара контрабандные «Мерседесы» стали заметно дешевле и компенсировали рост цены на колбасу, так что не бухтите. Читаем дальше. Эти эффекты постепенно проявляются и в снижении инфляционного давления в продовольственных товарах и услугах. Проявляется все и в продовольствии, говорит ЦБ, просто постепенно. До такой степени постепенно, что вы пока этого не заметили. Такие формулировки, кстати, встречаются в каждой части, где Банк России рассуждает о проверяемых эмпирическим путем данных и говорит об успехах, просто пока не настолько заметных. Ценовая динамика остается неоднородной, но разброс по компонентам несколько уменьшился. Где-то растет что-то побольше, где-то поменьше. Не верьте своим глазам, верьте нашим расчетам, что средний конь в вакууме увеличился приемлемо. Продолжим обсуждение после небольшой рекламы. Если вы когда-нибудь пытались оформить зарубежную карту, то знаете, это настоящий квест. Либо нужно прям ехать и доказывать иностранному банку, что ты не верблюд, либо платить компании-посреднику, которая поможет получить карту, и часто немалую сумму нужно платить. Но что если вам карта нужна лишь раз в год для поездок, ну и для оплаты пары подписок на зарубежные сервисы? Более доступное и недорогое решение – виртуальная карта MaxSwap. Она выпускается прямо в Телеграме. Нужно завести там криптокошелек, пополнить криптовалютой, и с помощью карты вы сможете тратить ее как фиатные деньги, расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать подписки. У карты довольно большие лимиты на пополнение и траты. При этом обязательной идентификации не требуется, можно оставаться анонимным пользователем. Все управление картой MaxSwap и транзакциями осуществляется через Telegram-бот, без всяких дополнительных приложений и сложных интерфейсов. Карту можно также добавить в Apple Pay. При этом получение карты стоит совсем недорого по сравнению с другими вариантами, и средства на нее зачисляются очень быстро. Наша редакция эту карту протестировала в Германии, все работает. Поддержка у MaxSwap живая и старается сразу вникнуть в вашу ситуацию. Очень дружелюбный сервис. А если вы напишете им промокод CATS, то 50% от стоимости карты еще и вернется к вам на баланс. Так что переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь вот этим QR-кодом и получите новую карту, которая будет работать за границей. Продолжаем. После того, как Центробанк отчитался об успехах, он переходит к самой интересной части – признанию, что в его успехи не верит вообще никто. Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась. Если вам вдруг показалось, что эта фраза вообще лишена какого-либо смысла, то вам не показалось. В ней действительно его нет. Центробанк говорит, в перспективу снижения инфляции никто не верил вчера, не верит сегодня, но мы сами, мол, верим, что нам поверят завтра. О том, что никто не верит, он прям так и пишет. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения существенно не изменились. Ценовые ожидания бизнеса в июле несколько выросли впервые с начала года. Граждане и профессиональные аналитики считают, что цены будут расти с прежним темпом. А бизнес впервые с начала года считает, что цены будут расти даже быстрее, а значит и собственные цены нужно повышать. ЦБ практически делит экономических агентов в стране на два типа. Первый считает, что будет плохо, а второй, что будет еще хуже. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. И это восхитительное заявление, которое, в общем, обесмысливает все сказанное. Центробанк очень долго распинается, как ставка повлияла на инфляцию, но резюмирует тем, что главный инфляционный фактор – ожидания, которые влияют на принятие решений – покупать ли сегодня, повышать ли отпускные цены, брать ли кредит – вот это все в лучшем случае вообще не изменилось. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, говорит ЦБ. Иными словами, мы, мол, сделали все от себя зависящее, а если цены вдруг вырастут, ну вы сами виноваты, потому что нам не верите. Тут мы прервемся чуть-чуть с цитатами, поскольку нужно пояснить момент, с чего это вообще наш Центробанк настолько застенчив. Благо, они в своей методологии прямо об этом говорят. Модели ЦБ работают надежно лишь в стационарном состоянии, когда экономика развивается по привычным законам. Когда структуры отраслей не меняются, сезонность повторяется из года в год, а внешние шоки кратковременны. Война же все это ломает. По сути, ЦБ говорит, все бы правильно работало, будь бы мы Центральным банком Швеции.
А тут хрен пойми, что будет. Из-за множества степеней свободы моделей результаты легко подгоняются под нужные показатели, что критикуют независимые аналитики вроде экономиста Константина Сонина, ставя под сомнение достоверность официальной статистики и некритическое отношение к ней самого ЦБ. Получается, не только внешние аналитики сомневаются в цифрах ЦБ, но и сам Банк России снимает с себя всякую ответственность. Методология работала бы, будь у нас все хорошо, а раз все нехорошо, то давайте будем верить в лучшее. С этим разобрались, продолжим. Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. По-прежнему наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Какие это другие? Тут Центробанк нам сам рассказывает то, что мы и без него знали. Спрос на рабочую силу во всех секторах, кроме военки, сокращается. Это к вопросу, что тут телега, а что лошадь. Экономика замедляется, потому что Центробанк преуспел со своей ставкой, или потому что военка успешно высосала все, и в первую очередь рабочую силу из производительных секторов. Причем особенно интересно вчитаться в то, что ЦБ говорит на самом деле. Мол, мы знаем, что каждый день российская экономика теряет около 1000 человек, которые уезжают воевать. По невероятному росту военных предприятий мы видим, там рост спроса на рабочую силу не просто не стагнирует, но в военке быстро растет. Так что же тогда происходит с остальной-то экономикой, если с учетом этих двух факторов, явного сокращения свободной рабочей силы, потому что на фронт уезжают, и перехода ее в военку, с учетом этого спрос на эту силу вообще продолжает сокращаться. Получается, Центральный банк хочет сказать, что если бы это 1000 человек не уезжало бы умирать и не перетекали бы люди в военку, то все стали бы безработными? Как российская экономика вообще выглядит в глазах ЦБ? Видимо, выглядит она так, что понятно, почему правительственные чиновники на Петербургском форуме так переживали, почему слово «рецессия» стало общеупотребимым. Да, если общее количество рабочей силы сокращается, часть уезжает воевать, часть дрона собирать, но при этом спрос на нее еще и снижается, то есть вакансий становится меньше, значит, во всей остальной экономике, за вычетом военки, занятость сокращается лавинообразно. Из всего, что говорит ЦБ, прямо следует, экономика в целом остывает. Но если держать в уме, что военка не остывает, а только растет, становится ясно, остальная экономика резко падает. Ведь если в целом отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, как они говорят, но военка точно растет быстрее всякой траектории, то чтобы уравнение это сошлось, все остальное должно очень сильно падать. ЦБ, по сути, говорит о той самой стагфляции, которая была главным словом прошлого года. Экономический рост стал отрицательным. При этом никакого оптимизма в сокращении инфляции, даже при сверхвысоких ставках, не наблюдается. Экономика падает, цены растут. Еще заявление от ЦБ. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Вообще ЦБ уже в целом признал, незначительное снижение инфляции связано не с его успешной монетарной политикой, а с большими достижениями Дональда Трампа в деле ослабления доллара, а как следствие некоторого удешевления импорта. В этом абзаце ЦБ прямо говорит, что если, не дай бог, упадут цены на нефть, а доллар вернется к 100, тогда все мнимые успехи по замедлению инфляции тут же будут похоронены. Любые формальные публикации Центробанка – это лучший и самый комплексный, и если продраться через формулировки, оберегающие авторов от СИЗО, самый откровенный экономический анализ, из которого следует то, что мы и сами много раз говорили. Свистопляска с экономикой, которая каким-то невероятным образом, нарушив все правила и предсказания, росла в условиях войны и санкций, была обеспечена только активными бюджетными инъекциями в военку. Какое-то время эффект мультипликации от этих расходов поддерживал остальную экономику. Но на 4-м году все свелось к разгону инфляции, в сокращение которой, несмотря на ставку, никто не верит. Все свелось к тому, что остальные сектора находятся в рецессии, причем в такой, что даже сокращение доступной рабочей силы не ведет к росту спроса на нее. Но более того, ведет к сокращению спроса. Простыми словами, война и ВПК маскируют безработицу. Остается только порадоваться, что в России остались здоровые и профессиональные институты, которые в своем анализе дают нам представление о реальном положении дел.
Пусть и делают это настолько своеобразным языком, требующим перевода. Желаем им успехов и традиционно напоминаем, что рейсы в Дубай еще летают. До завтра!